Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю один из самых популярных и любимых тортов. Это йогуртовый торт клубника-банан. Очень актуальный в любое время, особенно в летнее время года. Этот торт получается очень сочным, влажным, пропитанным, с очень легким йогуртовым муссом и свежими ягодами. Итак, сначала приготовим бисквит. Для бисквита 24 см в диаметре буду готовить торт. Мне понадобится 8 яиц, которые я разделяю на желтки и белки. Буквально на 3 минуты желтки я отставлю в сторону. Здесь у меня 8 белков, 16 грамм ванильного сахара туда добавляю. И порциями добавлю 240 грамм сахара в белки. Сначала добавляю примерно половину. Повзбиваю около 1 минуты сейчас. Бисквит этот будем готовить с очень небольшой порцией разрыхлителя. Это как бы такой очень упрощенный вариант классического бисквита. По прошествии минуты я добавляю туда 20 грамм кукурузного крахмала. И еще повзбиваю примерно 1 минуту. Добавляю весь оставшийся сахар и взбиваю примерно еще 1 минуту. То есть в общей сложности примерно 3, максимум 4 минуты я взбиваю всю белковую массу. Вот такая пышная масса у меня получится, не такая, не как губка она должна получиться. И добавляю сразу туда все желтки. После добавления желтков я повзбиваю еще примерно 3 минуты всю эту массу, не дольше, потому что мы будем в тесто добавлять немного разрыхлителя. У меня очень яркие желтки в этот раз попались, поэтому цвет у массы вот такой вот ярко-желтый. Это именно от тех желтков, которые у меня используются в данном вот видео. Итак, вот такая масса, она слегка только след оставляет от венчика, но контура особого не держит. Это нормально для этого теста. 240 грамм муки и 1 чайную ложку с совсем небольшой горкой разрыхлителя я добавляю туда. Просеиваю всю сухую смесь порциями, перемешиваю бережно лопаткой, круговыми движениями. И в принципе тесто уже готово. То есть по вкусу это будет обычный классический бисквит. Такое количество разрыхлителя на это количество теста не чувствуется. Он поднимется очень хорошо, буквально вдвое поднимется, даже чуть больше этот бисквит. Как я уже сказала, форма у меня здесь 24 сантиметра в диаметре. Это разъемное кольцо у меня здесь кондитерское. Дно я застелила фольгой. Выкладываю все тесто. Духовка у меня уже разогрета предварительно на 175 градусов Цельсия. Видите, здесь тесто даже чуть меньше половины. Выпекаю на режиме вверх-вниз, без конвекции, на среднем уровне, примерно 45-50 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки. Во время выпечки, конечно же, духовку ни в коем случае не открываем. Дно формы можете застелить бумагой для выпечки, а бока формы оставляем так, как они есть. Вы также можете использовать и 26 см в диаметре форму, которая с дном. Бисквит испекся, вот такой он идеально ровный. Проверяю деревянной шпажкой, она выходит сухая и чистая. Дала ему полностью остыть дном вверх на решетке. Сразу же, как только я его остудила, вырезаю его из формы и убираю его отдыхать в холодильник на ночь. Часов на 8 надо убирать. Вот такой высокий бисквит, 8,5 сантиметров у меня получился. 24 сантиметра в диаметре. Очень советую его приготовить. То есть, кто боится готовить классический бисквит без разрыхлителя, есть, конечно же, подробные видео у меня на канале. Готовьте этот бисквит. Неуловимый здесь вкус этого разрыхлителя, более воздушный он такой получается, вот по сравнению с классическим бисквитом. То есть для новичков очень советую. Этот бисквит, завернув в пищевую пленку, можно хранить пару дней в холодильнике и также до месяца в морозилке, только чтобы он был у вас герметично упакован, чтобы никакие запахи не проникали. У меня прошла ночь, я достала бисквит из холодильника, вот так он идеально отлежался, сразу же нарезаю его, внимание, здесь на 3 высоких коржа. 2 коржа у меня будут здесь по 2,5 сантиметра. И третий, последний корж, я выставила здесь струну аж на 3 сантиметра. То есть убираю шапочку, здесь ножичком аккуратно подчистила вот это вот, где у нас была шапочка. Верхний корж, который я срезала, у меня будет дном в этом торте. Начинки тяжелые, поэтому коржи бисквитные я также делаю высокими, они немножко просядут.
Здесь для начинки по 10 грамм желатина в каждой миске. Почему? Потому что у меня будет две разных начинки, и поэтому желатин я замешиваю отдельно. По 6 столовых ложек холодной кипяченой воды на каждую порцию желатина. Сразу же нужно размешать и отставить в сторону для набухания. Желатин у меня здесь 220 блюм. 5 бананов среднего, я бы даже сказала, не очень большого размера. Я нарезаю вот таким образом. Нарезанные бананы я поливаю соком половины небольшого такого лимона и отставляю пока в сторону. С ними ничего не случится, они за этот короткий период времени ни в коем случае не потемнеют. И сразу же в кольце собираю дно этого торта. Пропитываю обычной кипяченой водой и выкладываю все бананы на нижний корж. Сразу же, ничего здесь не жду. 400 мл сливок, можно даже не очень хорошо охлажденных, 30% жирности, 16 грамм ванильного сахара и 100 грамм сахарной пудры. Я взбиваю до мягких пиков, ни в коем случае не до устойчивых. Количество сахара здесь регулируйте сами, потому что йогурты будут у всех разные. Но меньше сахарной пудры брать нельзя, иначе начинка на вкус просто может быть пресной. Вот такая масса получилась. Делю сейчас на две примерно равные части. 240 мл отливаю в одну миску и примерно столько же остается в другой миске. Добавляю вот к одной порции сливок 400 грамм бананового творожка. Можно йогурта взять. Очень качественный, хороший у меня. Он сладкий, поэтому сахара больше я здесь не добавляла. И весь распущенный в микроволновке желатин. Буквально полминуты импульсами я распускала желатин. Вот этот творожок, который я использую, на вкус, по сути, как йогурт. Просто он детский, поэтому более качественный. Добавляю это по желанию. Буквально капельку желтого красителя. Краситель у меня доктор Oetker натуральный, поэтому в начинку смело добавляю. Вы можете этого не делать, это просто я здесь показываю, что это можно сделать. Можно немножко куркумы добавить, но знаю, что по отзывам в комментариях часто многие скептически относятся ко вкусу куркумы в начинке, поэтому я добавляю натуральный краситель смело. Заливаю сразу же, ничего ни в коем случае здесь не жду, весь банановый мусс на бананы. Хорошо разравниваю и накрываю сразу же вторым коржом. Второй корж также пропитываю кипяченой водой. На весь торт воды для пропитки мне понадобится здесь буквально 150 мл. Уберу пока в холодильник. 500 грамм клубники. Нарезаю вот так вот кубиком. Вы можете, как вам нравится нарезать. Можете дольками, можете треугольничками, как вы любите. Вторую порцию желатина 10 грамм также распускаю в микроволновке. Также добавляю 400 грамм к следующей порции сливок клубничного теперь творожка или же йогурта 3,5% жирности. Чем жирнее будет ваш йогурт, который вы будете использовать, тем вкуснее будет этот мусс. И также добавляю розовый краситель, тоже фирмы доктор Oetker, тоже натуральный у меня. Просто кому вот это будет интересно. Вот такая красивая розовая масса у меня получается. Краситель можно не добавлять. Распущенный в микроволновке желатин аккуратно вливаю и все прорабатываю миксером. Все это делается очень быстро и просто. Ни в коем случае долго ничего не взбиваю, просто объединяю эти массы. Недолго. Высыпаю сразу всю заранее нарезанную клубнику на корж, разравниваю. И сразу же ни в коем случае здесь ничего не ждем. Выливаем весь клубничный мусс на торт. Как вы видите, боковины торта я застелила ацетатной пленкой. Она у меня ровно 12 сантиметров. Этот торт в высоту у меня также и будет 12 сантиметров. Делала я это намеренно, чтобы красиво подтеки расположились по торту. Вы же можете его сделать 26 сантиметров в диаметре. Он будет у вас более низкий. И тогда его, в принципе, можно будет собирать без этой ацетатной пленки. То есть количество начинки, количество этого мусса и самих бисквитов хватит и на 26 сантиметров. Разравниваю и сразу же ничего не жду. Накрываю третьим коржом, который был у нас дном при выпекании бисквита. Обязательно сразу пропитываем. Сейчас примерно часа на 3 хотя бы уберу в холодильник. Желатин у меня здесь 220 блюм. Как я уже сказала, схватывается быстро. Теперь крем для покрытия. Очень быстрый на маскарпоне. 150 мл очень хорошо охлажденных сливок для взбивания, 120 грамм сахарной пудры, 8 грамм ванильного сахара и 500 грамм очень хорошо охлажденного сыра маскарпоне я взбиваю ровно 3 минуты. И получается вот такая идеальная масса. Крем для покрытия. Торт у меня уже прошло примерно 4 часа, очень хорошо стабилизировался в холодильнике. Смотрите по вашему желатину. Все будет зависеть от качества вашего желатина.
Половину крема сейчас откладываю в кондитерский мешок и делаю сразу же вот такое черновое выравнивание, чтобы связать все крошки. Этот крем я просто использую для этого видео. Огромное количество бюджетных и даже очень бюджетных и стабильных кремов вы найдете у меня на канале в плейлисте «Рецепты кремов». Ссылочку я вам оставлю, конечно же, в описании к данному видео. Просто мне захотелось вам здесь показать этот экспресс-крем из маскарпоне. Он идеально подходит для выравнивания таких домашних тортиков, для украшения шапочек у капкейков, тоже таких ненадолгую перевозку, и за 3 минуты шикарный крем. Сейчас, пока буду готовить глазурь, тортик я поставлю в холодильник. Помогаю себе здесь шпателем, потому что подложка у меня здесь небольшая, торт тяжелый. Глазурь я приготовила из расчета порции на 100 грамм шоколада молочного. Ссылочку на подробнейшее видео по приготовлению этой глазури, которая всегда получается, я, конечно же, оставлю вам в описании к данному видео. В данном случае глазурь я намеренно слегка буквально охладила, чтобы подтеки были очень равномерными и не стекали оползнями до подложки. Они будут очень красиво смотреться. То есть один подтек делаем более интенсивный, другой более умеренный, чтобы они смотрелись вот так вот неравномерно как бы. Сверху, если вы хотите глянцевую идеальную поверхность, глазурь тогда следует поднагреть, чтобы подтеки были вот одной температуры, чтобы они оползнями не стекли, а верх уже нужно будет нагреть. Я этого не делала, потому что у меня сверху все равно будет все покрыто ягодами. То есть все здесь зависит именно от температуры самой глазури. Рецепт этот проверенный годами, он идеальный, ссылку обязательно оставлю вам. Хорошо промытую кипяченой водой ягоду я выкладываю на торт. Здесь украшаю клубникой, голубикой и малиной. Когда вы будете промывать малину, обязательно ее просушивайте. Смотрите, чтобы внутри в ее полости не оставалась вода, иначе вы испортите весь торт. Это очень важно. Всегда с малиной работать очень здесь нужно внимательно. Вот такой тортик у меня получился. Сейчас сразу же его разрежу, чтобы показать вам разрез. Торт стабильный. Вот этот крем на маскарпоне, его можно использовать для домашних тортов и для перевозки в не очень жаркую погоду по городу. Можете использовать любые другие кремы. Это я просто показала вам здесь для примера. Торт вкуснейший. Нравится буквально всем, я бы сказала, такой торт. Торт получается очень нежным. Мусс получается стабильным. Желатин здесь у меня доктор Оэткер с пометкой Gold. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.